Добрый день, меня зовут Екатерина Адарченко, я представляю компанию SIC Group USA, и в ряде таких коротких видео буду отвечать на вопросы политтехнологу, которые мне задавали наши клиенты и потенциальные клиенты из Казахстана, также из Словении, Литвы и Грузии. Поэтому такие видео я буду записывать на двух языках, на русском и на английском. На английском буду отвечать на такие же вопросы наших клиентов и потенциальных клиентов, партнеров, которые находятся в Мексике, Бразилии, Африке и, соответственно, с которыми мы общаемся на английском языке. Итак, поехали. Первый вопрос, который нам задавали, это такой вопрос. Какие основные ошибки существуют в избирательных кампаниях и как их можно избежать при помощи американских методик? Отвечаю. Первая ошибка и основная ошибка – это как бы впрыгнуть в последний момент. То есть очень часто участие в избирательной кампании – это такое решение, которое принимается в последний момент, обычно за 2,5-2 месяца до, ну, собственно, самих выборов. И, соответственно, человек, не планируя, не подбирая заранее команду политических консультантов, продумывая свою стратегию, позиционирование, делая определенные, снова же, там, публикации, другие усилия по своему позиционированию, впрыгивает в избирательную кампанию, получает некую долю адреналина, но из-за этого часто выбирает не лучших подрядчиков или не совсем понимает, как формировать план, бюджет избирательной кампании, и он проигрывает, да. Потому что в таких случаях обычно побеждает более опытный кандидат, который заранее готовился или который уже имеет позиционирование. Вторая ошибка – это отсутствие стратегии. Снова же, часто даже люди, которые имеют определенный опыт, и тем более люди, которые имеют опыт, например, которые избирались по списку, они не пишут письменно свою политическую стратегию, а доверяются исключительно своему опыту. Причем в одной избирательной кампании, например, по факту вы могли быть избраны по партийному списку, потому что был популярный лидер, да, политической партии, или вот как мы консультировали кандидата в Гане, там, соответственно, просто люди не любили как бы команду власти, поэтому голосовали за оппозицию. Но во второй избирательной кампании эти методы могут не сработать, и стратегия нужна другая. Поэтому в любом случае вам нужна стратегия лично для вас, чтобы понимать, какие месседжи, позиционирование, проекты вы будете делать. У меня есть отдельные лекции о политической стратегии, мы много пишем политические стратегии. И непосредственно второе, эту стратегию должны понимать не только вы, но и вся ваша команда, как бы как ваша внутренняя команда, так и внешние эксперты, которых вы нанимаете, например, отдельно на SMM, да, или нанимайте социологов тестировать эти вещи. Третья ошибка – это, собственно, не сотрудничать с специалистами профильными, например, профильными политическими менеджерами, политическими консультантами с опытом и понятными кейсами работы, а привлекать на менеджмент друзей и знакомых, которые не имеют опыта в этой сфере. Ну, здесь как бы очевидно, что вы же не пойдете к дантисту или тем более к хирургу без опыта. Так почему вы считаете, что человек, который, например, занимался логистикой или торговлей, успешно сработает в векторе формирования вашего имиджа или месседж-боксов, или правильно прочитает результаты социологического исследования? То есть, безусловно, вы можете привлечь людей, например, на аудит избирательной кампании, да, или на финансовые, как бы, финансовый аудит ваших доверенных людей или людей из вашего бизнеса, но заниматься полностью управлением избирательной кампании с этими людьми, которые не имеют опыта, по моему мнению, это ошибка. Четвертая ошибка, которой часто
скажем так, на которой можно уловить неопытного кандидата, это постоянная смена стратегии, да, то есть человек начинает, например, знакомство, то есть первый этап это знакомство, да, и здесь возникает критика со стороны оппонента, и на эмоциях кандидат полностью меняет канву избирательной кампании, месседжи, стратегию, и так меняет как бы ее несколько раз. Кстати, эту ошибку допускали не только не очень опытные кандидаты в областной совет, да, например, или кандидаты в мэры, но и Хиллари Клинтон, например, во время своей избирательной кампании, которая постоянно меняла месседжи. И пятая ошибка, она такая более трансцендентальная, это участие кандидата и выбор кандидата на эту должность, когда сам кандидат не хочет быть кандидатом. Это очень важно, потому что на уровне психосоматики избиратель очень чувствует, когда политик, он живет своей работой, он верит в свои месседжи, он любит общаться и любит политическую работу. И когда, например, это предприниматель, который, ну, давайте честно, часто хочет идти в политику, чтобы, например, защитить свой бизнес, да, или хочет попробовать, но внутренне, скажем так, отказывается, например, от публичной части, это общение с людьми, да, а это, ну, достаточно сложная работа ежедневно. Хороший кандидат должен проводить от 5 до 8 встреч в день с избирателями. Если, ну, например, там Иван хороший не знаю, следователь, да, в Болгарии, но ему предлагают стать лидером политической силы, но он к этому не готов, то психологически люди всегда это будут чувствовать, и такой кандидат, он обычно проигрывает, потому что в нем не хватает, вот, собственно, этой энергии, да, которая нужна во время избирательной кампании. Насколько эти уроки, они характерны для Соединенных Штатов или для других стран? В целом и в Соединенных Штатах допускают люди подобные ошибки, особенно предприниматели, которые первый раз участвуют в праймерис, ну, это первом этапе выборов здесь, в Соединенных Штатах, но более часто, конечно, такие ошибки допускают люди в Восточной Европе, Центральной Азии, которые в целом первый раз также участвуют в выборах, и большее количество политических сил, часто люди даже создают новые политические силы, но потом понимают, что одна из этих 5 ошибок была допущена. Если вы сталкивались с одной из 5 ошибок, пожалуйста, напишите в комментарии и напишите, какие темы интересны дальше вам слушать в формате ответов на вопросы. Спасибо вам большое. Меня зовут Катерина Одарченко, и SAC Group всегда готова работать с вами в векторе политического консалтинга и организации выборов, а также других коммуникационных задач, как здесь в Соединенных Штатах, так и в других странах и континентах. Спасибо.